Вы всю жизнь были уверены, что вы огненный, решительный и всегда на шаг впереди. А что, если на самом деле вы чувствительный и загадочный рыбы? Или, может, вы считаете себя ярким и гордым львом, а другая, не менее древняя система видит вас заботливым и домашним раком? Прямо сейчас в мире астрологии идет настоящая битва гигантов, и ваш знак зодиака оказался в самом ее эпицентре. И это не просто спор астрологов, это столкновение двух разных взглядов на мир. На вашу личность и на вашу судьбу. С одной стороны, это западная астрология, которая говорит, ты – это твое солнце, твое эго, твоя жизненная энергия. С другой стороны, ведическая астрология или джотиш, которая утверждает, нет, ты – это твоя луна, твой ум и твои самые глубокие эмоции. Так что же вы на самом деле и какая система говорит правду? Сегодня мы устроим эпический поединок двух великих астрологических традиций. Мы не будем просто сыпать фактами, мы копнем в самую суть их философии, чтобы понять, почему они так по-разному смотрят на вас и что это значит лично для вас. Готовьтесь, сегодня вы можете узнать о себе что-то совершенно неожиданное. Давайте поприветствуем наших бойцов. В левом углу ринга команда Солнца. Западная астрология. Эту систему мы все знаем по гороскопам, в журналах и в интернете. Она родилась в Древней Греции, прошла через Рим, арабский мир и эпоху Возрождения, питав в себе психологию и фокус на личности. Западная астрология – это ваш личный психолог и карьерный коуч. Она спрашивает, какой у тебя потенциал? Как ты можешь проявить себя в обществе? В чем твои таланты и как их раскрыть? Ее главный герой – Солнце, символ нашего эго, нашей воли и того, как мы сияем для других. А в правом углу ринга команда Луны, ведическая астрология или джотиш. На санскрите это означает наука о свете. Ее корни уходят в тысячелетнюю мудрость индийских вед. Эта система неразрывно связана с понятиями кармы, реинкарнации и духовного пути. Джотиш – это ваш духовный наставник. Он задает другие вопросы. Какие у тебя кармические задачи? В чем урок твоей души в этой жизни? Как твой ум создает твою реальность? И его главная героиня – Луна, зеркало нашего внутреннего мира, наших эмоций и нашего восприятия всего, что происходит. Бойцы на ринге, и конфликт очевиден. Один смотрит во внешний мир, другой во внутренний. Один говорит о личности, а другой о душе. Пора начинать поединок. Первый, самый главный раунд – это само поле боя, то есть то, где по мнению каждой системы находятся звезды и планеты. И вот тут-то и начинается самое интересное. Западная астрология использует тропический зодиак. Представьте, что это зодиак, который жестко привязан к Земле и смене времен года. Его точка отсчета – день весеннего равноденствия. Это день, когда день равен ночи всегда считается началом знака Овна. Неважно, где там на небе реальное созвездие, логика простая и земная. Весна, природа просыпается, вот он, энергия Овна, первопроходца. Лето, солнце в зените, вот вам энергия Льва. Эта система ориентирована на наш опыт жизни на Земле. Ведическая астрология джотиш работает сидерическим или звездным зодиаком. Он привязан не к сезонам, а к реальному положению звезд на небе. Так, в чем проблема? Спросите вы. Явление под названием прецессия равноденствия. Если по-простому, земная ось медленно качается, как раскрученный волчок. Из-за этого точка весеннего равноденствия, старт западного зодиака, очень медленно смещается назад относительно реальных созвездий. На сегодняшний день этот сдвиг составляет почти 24 градуса. В астрологии ведической это колоссальная разница, почти целый знак зодиака. Этот сдвиг мы называем аянамша. И что это значит на практике? А вот что. Примерно 8 из 10 человек, знающих свой западный знак, в ведической системе окажутся кем-то другим.
в зависимости от расположения Луны. Если вы родились, скажем, 20 апреля, вы всю жизнь считали себя упрямым мужем. Но Джотиш скажет, что ваша Луна в этот день еще находилась в созвездии Рыб. И вместо огненного воина вы внезапно становитесь мечтательным и сострадательным мистиком. Вы родились 25 августа и гордились своей педантичностью деви. Скорее всего, в ведической карте вы окажетесь царственным и творческим львом. Это не просто смена таблички на двери, это полная смена вашей базовой прошивки, то есть характеристики, которые вы считали о себе всю жизнь, могут отказаться лишь вашей социальной маской, а не истинной природой. И в первом же раунде Джотиш наносит мощный удар, ставя под сомнение саму основу западного гороскопа. А теперь о главных действующих лицах вашей личной истории. Кто же вы? Для западной астрологии ответ очевиден – Солнце. Ваш солнечный знак – это ядро вашей личности, ваше «я». Солнце – это ваша воля, ваши амбиции, ваше эго и в хорошем смысле. Это то, как вы хотите сиять и заявлять о себе миру. Когда вас спрашивают, кто ты по гороскопу, спрашивают именно про ваше Солнце. Солнце – центр нашей системы, и в гороскопе она тоже в центре. Но Джотиш смотрит на это совсем иначе. Для ведического астролога гораздо важнее Луна. Почему? Философия Джотиш проста. Не так важно, что происходит вокруг. Важно, как ваш ум это воспринимает. Можно быть королем, но с беспокойным умом быть и глубоко несчастным. А можно быть нищим, но с спокойным умом и абсолютно счастливым. Луна в Джотиш – это и есть наш ум, наши эмоции, подсознание и сам фильтр, через который мы видим реальность. Вся наша жизнь и весь наш опыт проходит через фильтр Луны. Солнце – это факт. Луна – это ваше отношение к этому факту. Именно поэтому в Индии, когда спрашивают о знаке зодиака, имеют в виду лунный знак. Солнце стоит в одном знаке целый месяц, а Луна меняет знак каждые 2,5 дня, что дает куда более точную и личную настройку. Более того, у Джотиш есть еще один ас в рукаве – лагна или восходящий знак. Асцендент. Это знак, который поднимался над горизонтом в момент вашего рождения. Он меняется каждые 2 часа и отвечает за ваше тело, здоровье и то, как вас видят другие люди из первого взгляда. Большинство прогнозов Джотиш делаются именно по лагне и луне, а не по солнцу. Получается, западная астрология говорит, ты это то, что ты делаешь и к чему стремишься. А ведическая отвечает, ты – это то, что ты чувствуешь и как ты мыслишь. И в этом раунде становится ясно, что обе системы говорят о разном. Но одинаково важном – планеты и кармические узлы. И в любой хорошей истории важны второстепенные персонажи. Давайте посмотрим на команды поддержки наших героев. Обе системы используют 7 классических планет. Видимых Земли – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Но дальше их пути снова расходятся. Западная астрология после их открытия с радостью приняла в команду высшие планеты – Уран, Нептун и Плутон. Уран отвечает за революции, бунтарство и озарение, Нептун за иллюзии, духовность и творчество, Плутон за глубокую трансформацию, власть, смерть и возрождение. Эти планеты движутся очень медленно, их влияние считается скорее поклонническим, чем личным. Ведическая астрология относится к этим новичкам скептически и доверяет проверенной гвардии, но у нее есть свое секретное оружие, которого нет у Запада. Это Раху и Кету, северные и южные лунные узлы. Это не планеты, а математические точки, где орбита Луны пересекает орбиту Земли. Те самые точки, где происходит затмение. Джотиш, Раху и Кету – главные маркеры вашей кармы. Это ось судьбы в вашем гороскопе. Кету, южный узел – это ваш багаж из прошлых жизней, таланты, с которыми вы уже родились. То, что вы умеете делать на автомате. Это ваша зона комфорта, но одновременно и зона застоя. Раху, северный узел – это вектор вашего развития в этой жизни. Это то, что вас манит.
то, чего вам отчаянно хочется, и то сфера, где вас ждут главные уроки и самый большой рост. Раху – это наши амбиции, желания, которые ведут нас к новому опыту. Раху и Кету – это кармический компас вашей души. Они отвечают на вопросы, откуда я пришел и куда я иду. Западная астрология с ее высшими планетами описывает психологию поколений. А Джотиш с помощью Раху и Кету чертит ваш личный маршрут души. И вот тут я хочу сделать объявление. Это очень важно. В русскоязычном интернет-пространстве я часто встречаю удивительные размышления о Раху и Кету. Такое невежество и отсутствие глубоких знаний. Меня, честно, очень это затронуло. В связи с этим я решил сделать целый цикл роликов, которые посвящу вообще, что такое Раху и Кету. Поэтому, если вам интересна тема астрологии, Джотиш, обязательно подпишитесь и включите колокольчик, чтобы не пропустить этот цикл роликов. Там я раскрою несколько секретов, о которых, думаю, вам будет очень интересно узнать. Наша битва подходит к концу. Мы увидели, что в системе сражаются на разных полях. Сидерический против тропический зодиак. Ставит на разных героев. Луна, Солнце используют разных союзников. Кармические узлы против высшей планеты. Так кто же победил? Какая астрология права? Ответ может вас удивить. В этой битве нет проигравших, потому что Солнце и Луна не враги. Это два глаза, которыми мы смотрим на мир. Они не спорят друг с другом, а описывают разные уровни нашей с вами реальности. Западная астрология – это блестящий инструмент для психологического анализа. Она помогает понять вашу личность, сильные и слабые стороны, то, как вы строите отношения с обществом и реализуете себя. Это карта вашей внешней зрения. Она отвечает на вопрос, кто я в этом мире. А ведическая астрология – это инструмент для духовного самопознания. Она идет глубже, к причинам событий, к закону кармы, к работе нашего ума. Она помогает понять, почему с вами происходит то, что происходит. Какие уроки вам нужно усвоить и в чем ваше предназначение. Это карта вашего внутреннего мира. Она отвечает на вопрос, почему я – это я. Вместо того, чтобы слепо верить одной системе, я предлагаю вам стать исследователем. Не верьте мне на слово, поверьте сами. Если вы не знаете свой лунный знак Раши, напишите нам в чат-бот. Ссылка в описании, и я вам оперативно отвечу. Или найдите в интернете любой калькулятор ведического гороскопа. Введите свои данные и посмотрите, что получится. А вот после этого начинается самое интересное. Почитайте описание своего нового знака. Прислушайтесь к себе. Откликается или нет. Может, вы всю жизнь считали себя экстравертом, а ведическая карта укажет на богатую внутреннюю жизнь, о которой вы никому не говорили. Может, вы наконец поймете причину своих странных желаний. И мне очень интересно, что у вас получится. Напишите в комментариях, какой ваш знак по западной системе и какие знаки Луны получились в ведической. Что вам откликнулось больше всего. Это невероятно увлекательный эксперимент, который может стать первым шагом к себе настоящему. Спасибо, что были со мной до конца. До новых встреч!